Приветствую вас на канале Scryed. Наша команда представляет вам новый ролик на тему гайдов, и сегодня у нас Bless Freya. Итак, что же нам понадобится? Пати из 9 человек плюс ЦЦ, в котором как можно больше додов и тир. В составе мейн пати 4 Дестра, 2 ШК, 2 Джуда и Биш. Давайте расскажу поподробнее об эквипе дестров. Есть два варианта, подороже и побюджетнее. Первый это Эля Light Set плюс 6 заточки, 2 кольца Ant Queen Bayum. Если повезет с ивентом за ежедневные задания, это отлично. Если нет, то можно купить зашилки Вальдбе либо соли столба, ну или убить Анквина. Есть еще вариант с Олимпиад сундуков добыть Оли кольцо. В любом случае обзавестись кольцами есть много путей. Дальше нужна мид-палка, от плюс 10 можно и меньше уровня заточки. Все зависит от вашего бюджета. Этот эквип является оптимальным, если есть возможность лучше, то вперед. Сабы на дестров это мастер абилити фокус, роук абилити шанс крита, а далее на свой вкус. Можно использовать либо мастер абилити майт, либо суммонер абилити спирит. Кстати, не забудьте взять квест на Эса на прокачку, ну и сам кристалл на Фрей качается до 17 уровня. Ну и второй вариант это Дина Heavy Set от плюс 8 со вторым плечом. Опять же 2 кольца, Веспер Дубина плюс 10. Можно заморочиться с крашером, повесить лимиты с овера, если хочется выжать максимальный КПД. Но сейчас обойдемся без овера. В принципе тут все просто. Одеваем 4 лимитов, делаем макросы на слив, дебаф Фрей, отнимающий хп, как приятный бонус. Эквип 2 ШК и Джудов не особо имеет значения, достаточно Дина или Марай. Они все равно будут стоять за стенкой и прокидывать дебафы. Биша желательно одеть, точеный ворпл, масс-рез, ну в общем вы поняли. Итак, поехали! Первая стадия Bless Freya предельно простая, фулл заюз и все готово, ничем не отличается от обычной Фреи. Ну а вторая стадия гораздо сложнее, нужно успеть до конца таймера убить определенное количество мобов. Спускаем вниз ДД, Биша и 2 ШК, но от вина на ковер, чтобы наагривал мобов. Также нужно уделить внимание пикам на хас, чем выше, тем лучше. Селф-баф рейдж по откату так же как и шилка, если все хорошо и урона хватает, то вторая стадия закроется легко и появится РБ. Здесь сливаем дестров на лимиты, вешаем дебафы, спайт, стигма, хекс с тех, кого с собой в ЦЦ взяли. Ставим дот, даем 1 аппетит. Советую не добивать до конца сразу, а дождаться отката лимитов для третьей стадии. РБ дамажит не сильно, Биш все отхилит. Когда таймер подходит к концу, добиваем РБ. Последний этап это сама Bless Freya. Тут важно контролировать несколько вещей. Первое, нужно сразу убивать вздохов, которые замораживают и охотятся на пати в ЦЦ. Следующее, контролировать количество мобов. Возможно, если фармить ее в самом углу подальше от ковра, мобов будет меньше, но это не точно. Можно между фулл заюзами брать пики и сливать их, если много набежало. Если их несколько, можно не трогать, они выбивают контр-критикал на лимитах. Кстати, обеспечьте своих ДД приличным бафом, желательно премом. Контр-критикал баф крафтера, это все очень важно. Ну и последнее, что нужно контролировать, это ядра. Перед заходом на всех чаров нужно взять Frozen Core, которая защитит нас от заморозки Фреи. Использовать его нужно тогда, когда видите надпись на мониторе. Распределите очередь и старайтесь не забывать. Иногда заморозка всей пати, как вы видите на экране, может стоить нервов, а то и повторного захода в инсту. Если вдруг ядра закончились, забегайте за угол и после прокаста возвращайтесь назад. Третья стадия может убиваться довольно долго, все зависит от буста. Основное это фулл заюз по откату, ДД сливаются на лимиты, баферы прокидывают дебафы, спайт, стигма, хекс, метка, шилка и дот, купол тира, аппетит. Еще важно беречь ядра как раз на этот случай, бежать за угол, когда время наносить урон не самое лучшее решение. И так повторяем, пока не убьем Фрею. Надеюсь, вам был полезен этот гайд. До скорых встреч, пока!